Всем привет! Сегодня на обзоре у часового максимально простые, но максимально полезные вещи от Olight. Купил я их совершенно случайно, захожу на сайт Olight, у них оказывается юбилей 8 лет, бесплатно дают вот такой вот патч, бесплатно дают вот такой вот фонарь. Но что-то нужно купить. Никогда не смотрел, что Olight делают ручки. Тут попадается мне ручка, стоит она около 14 евро. Но так как вы только зарегистрировались, вам там еще дают кучу бонусов, 5 евро скидки на любую вещь. И в итоге вот это вот все получается 8,5 евро, да плюс доставка. В общем, вышло мне все это в 14 евро, поэтому думаю, почему бы не взять, потому что такую ручку я хотел давно. Уберем в сторону, и я думаю, начнем вот с этого фонарика. Он, я думаю, всем известен. Фонарь настолько простой, что логичнее снять о нем шортс, но мы делаем обзор, поэтому сделаем все подробненько и рассмотрим его повнимательнее. Итак, светит он 45 минут, 90 люмен на 44 метра, 500 кандел, 1,5 метра можно уронить и около 20 грамм он весит. Так как фонарик максимально простой и никто не парится с тем, сколько же он реально работает, мы возьмем вот такой вот аккумулятор Eneloop на 900 мА и проверим, насколько ярко он будет светить хотя бы после получаса работы. Да, конечно же, нужно еще рассмотреть вот этот патч, давайте на него посмотрим. Он якобы стоил 5 евро, но по случаю 8-летия дается бесплатно. Смотрим. Резиновый патч. Куда его прицепить? А хрен его знает. Хотя нет, у меня есть вот такая вот велосумка. Пробуем. Буду фанат Olight. Это, конечно, была шутка. Давайте вскрывать сам фонарик. Здесь все по-эпловски просто. Но, надеюсь, батареечка-то будет в комплекте. Ну, выходи. Вот такой вот у нас комплект. У нас есть инструкция на фонарик с одним режимом. Это очень полезная штука. А вот в инструкции уже все интереснее. От батарейки он светит 45 минут, а от никель-металл гидридного аккумулятора 70 минут. А у нас как раз такой аккумулятор, поэтому должен светить 70 минут. Мы это проверим. У нас инструкция показывает, что стоит предохранительная пленка, которая не будет давать работать данному фонарику, поэтому мы ее, конечно же, сразу должны убрать. Открываем, смотрим, пленка есть, пленку убираем. Батарейка идет Alkaline NoSync, ну вот какой-то такой интересный китайский бренд, который ни разу в жизни не слышал. К самому фонарику он легкий, алюминиевый, сзади у нас есть пружинка, впереди у нас есть вот такая вот микросхема, центральный позолоченный контакт. Есть две резинки, которые обильно смазаны силиконом. Фонарик без батарейки очень-очень легкий, давайте взвесим. 7,5 грамм. Как вы понимаете, 19,4 это вес с батарейкой, скорее всего с комплектной. Давайте проверим размеры. Длина ровно 6 сантиметров, толщина безеля 14 миллиметров. Также у нас есть вот такое вот темное кольцо, то ли анодированное, то ли еще чем-то покрыто. Выглядит все это дело приятно. Вот такой вот темно-зеленый цвет, золотые полосочки, кстати, очень похожи на вот эту вот подложку, на которой я обычно снимаю видео. Стироптика, естественно, пластиковая. Давайте вставим батареечку и проверим, как данный фонарь работает. Для кого вообще нужны данные фонари? Я думаю, они нужны для тех, кто вообще не интересуется фонарями. А вам нужен вот такой себе наключник, который либо светит, либо же не светит. Давайте проверим, как он светит свои 90 люмен. Немножко греет. Угол у нас вполне себе приличный. Производитель не заявляет, какой у нас реальный угол света. Ну так вот, если навскидку, я думаю, градусов 120. Проверим, как он светит ночью. Давайте на всякий случай проверим, может тут есть скрытые режимы. Стробоскоп, ничего нету. Это просто фонарик, который вы включили, он светит. Выключили, он не светит. И если с батарейкой он светит 45 минут, этого, конечно, маловато. То вот 70 минут, это больше часа, вполне себе нормально. Так как он используется нечасто, я думаю, лучше пользовать вот с таким Eneloop. Светит дольше. И всегда можно зарядить. Вот таким образом светит фонарик на улице. А вот таким образом данный фонарик светит в подъезде. Света вполне себе достаточно, хотя, на мой взгляд, можно было добавить два режима. 1 люмен и 90. Ну, 1 люмен я просто люблю, для темноты это идеальная штука. И как же не сравнить с прямым конкурентом, а это у нас кто? Правильно, Phoenix E01. По размеру, конечно же, выигрывает у нас Olight, потому что у него что? Правильно, всего лишь один режим. А вот у Phoenix 3 режима, это, конечно же, в реальной жизни более полезно. Давайте попробуем включить первый режим, второй, третий. Это 100 люмен от Phoenix. А это 90 люмен от Olight. Как вы видите, яркость сопоставима, поэтому будем верить, что у Phoenix есть 100 люмен, а у Olight есть 90 люмен. Кстати, Phoenix, видать, у меня садится и уже просел немножко меньше, чем 100 люмен. Вы спросите, почему я их сравниваю? А потому что цена-то у них сравнимая. И если вам нужен фонарик, к примеру, с 3 режимами, то, конечно же, берете Phoenix, но он будет тяжелее и длиннее. Если вам нужен фонарик, который просто светит, то просто берете Olight. Миллион всяких расцветок, этим, собственно, они и подкупают. С фонариком мы практически закончили, и осталось проверить, сколько же он светит. Итак, смотрим замеры. Он уже просветил, давайте посмотрим, сколько времени. 35 минут.
и яркость вообще не упала. Наш фонарик начал потихоньку сдуваться. Яркость упала более чем в 2 раза. Смотрим, сколько прошло времени. 48 минут. Яркость падает практически в 4 раза. 53 минуты. Это, напомню, на 900 мА на хорошем НЛУ-повском аккумуляторе. Пора переходить от бесплатного фонарика к платной ручке, за которую я, собственно, и заплатил, а фонарик был в подарок. Таким же варварским методом открываем. Ой, у нас тут есть инструкция. Может быть, еще есть и провод заряда. Итак, вытаскиваем ручку. Она приятно холодит. Давайте посмотрим, что у нас тут в комплекте. Инструкция к ручке. Есть подозрение, я смогу разобраться. В комплекте есть 2 маленьких запасных грифеля. Вот такое вот напутствие от Олайта. Добро пожаловать в семью, наслаждайтесь. Вот так вот называется данная ручка, которая не только ручка. Open Mini 2. Скорее всего, был Open Mini 1. От Olight синяя такая вот прожилка по центру. И самое интересное, это вот такой вот рычажок для включения и выключения. Немножко здесь присутствует а-ля оружейная тема. И давайте немножко о том, почему, собственно, я решил купить вот такую вот ручку-карандаш. Во-первых, ношу с собой обычно вот такой карандаш. Он стрёмный, но он выполняет свои функции. Вот такую вот ручку зебру, наверное, лет 10 или 15 у меня тоже в сумке болтается. Вещь классная. Надежная, металлическая, но писать ей большие тексты, больше там 10 слов, ну не очень удобно, она очень тоненькая. А вот эта вот штука должна совмещать и карандаш, и ручку. Передергиваем затвор вниз, включаем ручку, передергиваем затвор вверх, а вот по такому лабиринту получаем карандаш. Данный рычажок получается подпружинен во всех положениях, в центре, в верхнем и в нижнем. То есть ничего не болтается, ничего не гребит, это мне очень нравится. Качество анодировки на ощупь просто классное. Класс стойкости знаю. Третий, а в реальности как будет использоваться и стираться, посмотрим. Давайте вот так проверим клипсу. Хорошая. Средняя сила прижатия, то есть будет держаться отлично. И мне эта ручка очень хорошо садится в руку. Весит данная ручка 15,6 грамма. Толщина 9,8 мм. Длина 105 мм. На сайте производителя написано, что данный карандаш не вечный и грифеля неплохо было бы покупать, потому что расходники продавать это очень выгодно. Я немножечко пользовался аналогичным карандашом от товарища из Китая. Такой недорогой карандаш, он стоит, я даже не знаю, там 1,5 евро за 3 штучки. В нем тоже встроенный вот такой вкручиваемый сменный грифель. Китайский карандаш мне не зашел, пишет плохо, нужно сильно нажимать, чтобы линия была более-менее темная. Давайте проверим, как пишет данная ручка. На чем нужно писать? Конечно же, на конверте. Вряд ли вы будете пользоваться данным писательным гаджетом, к примеру, на лекциях, потому что будет довольно быстро заканчиваться ампула. Хотя можете взять запасные и, собственно, пользоваться. А вот на конверте, я думаю, точно будете писать. На конверте подписать посылку. Изначально все это дело защищено вот такой вот ерундой. Пишет приятно, то есть практически не нужно надавливать. Карандаш немножко замысловато включается. Open Mini 2. Определенно лучше пишет, чем китайский, но немножечко слабее, чем обычный карандаш. То есть у обычного карандаша более насыщенный грифель, а здесь он такой более серый, но я думаю, для тех задач, которыми вы будете пользоваться, его вполне себе хватит. Насколько долговечен, я, честно говоря, не знаю и проверять желания нету, но я думаю, при нормальном использовании грифеля мне на год как минимум хватит. Грифель должен, по идее, элементарно откручиваться. Вот так и есть. Теперь давайте посмотрим на ампулу. Не совсем классическая верхушка идет, но я думаю, даже не фирменная сюда без проблем должна подойти. Внутри также анодировано. У меня какое-то время была тактическая ручка, уже не помню какой фирмы, какая-то недорогая. С обратной стороны был просто конус. Честно говоря, абсолютно бесполезная вещь, потому что для самообороны использовать ручку, ну не знаю, можно, конечно, но лучше возьмите газовый баллончик, если вам это нужно. А вот такой вариант сочетания ручки и карандаша, на мой взгляд, просто идеально. Здесь вам и ручка, и карандаш. Мне эти два гаджета очень понравились. Фонарик простой, наверное, пойдет на подарок, потому что фонарей у меня хватает, но качество изготовления оставило приятные впечатления. А вот ручкой буду пользоваться. Вещь хорошая, практичная и, собственно, выполняет то, что должна выполнять, без лишних там фонариков, ножиков и прочей ерунды. Olight Open Mini 2 и Olight i3e EOS, блин, с названиями что-то нужно делать. Мне понравились вещи, на мой взгляд, абсолютно толковые, полезные и пригодятся вам в ежедневном использовании. То есть это настоящий EDS. Категорически рекомендую, можно смело брать, дожидайтесь акций и берете по приятным ценам. Ссылочки оставлю внизу.